Это Лондон, один из красивейших мегаполисов, где аренда квартиры за месяц стоит как годовая зарплата в Воронеже. Здесь живу я, Лиза, последние полгода, и все еще пытаюсь привыкнуть. А это Дерби, сердце британской промышленности, где делают двигатели Rolls-Royce и живут 270 тысяч жителей. Здесь уже 5 лет живет Алена, и здесь же она купила свой первый дом в Англии. Мы две эмигрантки, которые живут в Великобритании совсем по-разному. Сегодня мы устроим настоящую битву двух городов. Мегаполис против провинции, суета против покоя. Мы выясним, является ли Лондон настоящей Великобританией, и ответим на главный вопрос. Хотели бы мы поменяться местами хотя бы даже на денек? Ален, расскажи, как ты вообще оказалась в Великобритании и как ты вообще выбрала Великобританию? Я вышла замуж 6-7 лет назад, и мой муж гражданин Латвии, но русский в душе, ну и вообще в целом он русский, и даже больше белорус. А он жил здесь, в Англии, уже 10 лет. Поэтому, конечно, я приехала к нему. А сама ты из Беларуси? Я сама из Беларуси, но последние 4 года перед Англией я жила в Грузии. Ну, почти 4 года. Ну, мы выбрали довольно осознанно, но тоже мы не выбирали жить где, в маленьком городе или в большом, так как мы переезжали по работе моего мужа. Там как бы не было вариантов. Поэтому Лондон — это вот то, что пришлось выбрать, потому что работа находится там на определенной станции, мы должны относительно недалеко от нее жить, чтобы не тратить сумасшедшее количество времени на дорогу. А как тебе вообще здесь? Ну, что ты можешь сказать? Хочешь ли ты назад? Скучаешь ли ты? Ну, ты уже довольно давно здесь. Да, я довольно давно здесь, но, несмотря на это, я все еще не привыкла к жизни здесь. И, конечно же, я скучаю. И если бы у меня была возможность, если бы мне кто-то дал пачечку денег, чтобы я купила жилье себе в Беларуси, то я бы с удовольствием поехала бы обратно. А как тебе люди здесь? В целом люди мне нравятся. Очень доброжелательные именно британцы коренные, особенно наших лет постарше, которые классические такие британцы, они очень вежливые. Дети тоже, кстати, вежливые, их со школы учат этому. Ну, кто уже приезжие такие с разных стран, то там уже они приезжают со своей какой-то культурой. Да. Своя метла метет по-своему. Вот такой у них принцип, мне кажется. И очень много наблюдаю, как и мусорят, и прям из дома выходят, семечки лузгают и тут же бросают их. Ну, то есть не принято у них как-то в культуре по-другому. А ты же бываешь периодически в Лондоне и, соответственно, основное время живешь в Дерби в своем доме. Ты замечала какую-то разницу между тем, как люди себя ведут там и тут? Честно говоря, есть разница в том, что здесь как будто бы они более такие цивилизованные в таком плане, что одеваются более так нарядно как-то, интересных людей больше намного, а там все как-то по-простому. Люди могут выйти в пижамах вообще в магазин. Здесь я тоже знаю, что и детей забирают в пижамах, и выходят в магазин, но это уже нашего возраста примерно такие ребята или помладше. Но в целом вообще народ британский, они довольно вежливые и всегда, везде, мне кажется, плюс-минус одинаковые. Знаешь, у меня тоже такое впечатление. Часто я слышу истории про то, что как-то к мигрантам относятся не очень позитивно, да, смотря к каким, естественно, Ну да. Но часто я слышу, что именно там русскоязычных там как-то притесняют. Мне в комментариях пишут, что типа, куда вы там едете, у вас там всякое все не любят. Я вообще такого не замечала. Я тоже могу сказать, что в Лондоне я сталкивалась исключительно с супервежливыми британцами и даже с мигрантами, с которыми мне приходилось иметь дело. То есть там всегда какое-то желание помочь, потому что, видимо, человек тоже что-то прошел, да, какой-то период адаптации в жизни непростой. Много у нас было ситуаций, где за помощью надо было обратиться, и там, вплоть до того, что просто человек там на улице зарядку свою дал мне телефоном. И это очень приятно. То есть у меня какого-то стресса именно от народа у меня нет. И мне нормально жить по их правилам, мне нормально стоять в очереди на автобус. То есть это как бы для меня норм.
А насчет толп, вот говорят, что типа Лондон такой очень hustle and bustle city, и там, короче, в метро не протолкнуться. Соответственно, в маленьком городе такого нет. Да? Да, но у нас в центре больше ходят люди, вот так толпы. И вот ты говоришь, что стресса от людей не испытываешь. Я стресса не испытываю от тех людей, которые, ну, коренные британцы. То есть поэтому я и гуляю в Элвестон Касл, я часто гуляю. То есть это замок, окруженный лесопарком, да, и он находится рядом с моим домом. Это дальше намного от центра, а у нас, ну, в Англии так, что не в Лондоне, это другая уже ситуация. Да. То есть во всей остальной Англии такая ситуация, что чем дальше от центра, тем престижнее район, тем лучше район, потому что в центре в основном селят бездомных, безработных, социальное жилье им дают, и вот эти люди, они просто ведут ужасный образ жизни, и живут вот там, как не знаю кто, как свиньи, скажем так. Ну, да? кстати, я смотрела видео Алены на ее канале, у нее очень классные прогулки, вот прям открываешь, можно с ней погулять по ее городу. Вот, переходите, я оставлю тоже ссылочку, здесь под нашим видео будут все ссылки на ее и на мои видосы. Да. Слушай, давай обсудим деньги. Мне кажется, деньги — это вот самое важное, потому что когда я снимала, у меня есть, например, видео про поиск квартиры в Лондоне. Это всегда, знаешь, тема такая очень бомбящая всех. Да. И было очень много комментов, что типа, зачем вы вообще поехали в Лондон? Там супер дорогое жилье. В других городах Великобритании можно снять намного дешевле. Я это тоже знаю. Ну, как бы понятно, наша ситуация понятна, да, там некуда было деваться. С какие цены, вот, допустим, в Дерби на аренду? Так, я хочу сказать, что если это зависит от района, где ты снимаешь. В центре будет дешевле, чуть дальше будет дороже. И чем более спокойный район, где нету криминала, то есть есть таблица такая специальная даже, где смотришь, есть криминал, сколько криминала произошло, какого плана это было. Да, про Лондон тоже есть, кстати, такой сайт. Вот, да. И получается, что там будут дороже уже, будет дороже жилье. Ну, среднячок возьмем. Не самый такой центр и не самый престижный район. Если квартира это какая-то студия, то где-то 500-600 фунтов только аренда будет. Плюс счета. Это комната в Лондоне просто. Да, плюс счета. Счета и такс, вот консул такс, вот это вот все. Все эти белые счета, они где-то 400 фунтов еще будут. Где-то 400, 500, ну вот где-то так. Ну, 400 примерно. Если это дом, то дом будет стоить где-то 1000, 1200 и плюс счета. Ну, 1000, ладно, где-то так. И счета это будет 1400 где-то, может, 1600. То есть, если там дом дороже. Ну, то есть, действительно, это намного выгоднее жить там, особенно если у тебя при этом лондонская зарплата, это было бы вообще офигенно, идеально. Потому что я тоже считала, у меня есть прям подробное видео, где я просчитала, сколько нужно минимум в Лондоне иметь для того, чтобы просто покрывать какое-то минимальное жилье, еду. Опять же, вот этот Council Tax тоже, он очень немаленький, в Ричмонде вообще как бы немаленький. И у меня получилось, что где-то 3600 нужно иметь, просто чтобы вот, ну, закрывать самую такую базу. Это правдивые цифры. Вот. Ну, там, получается, да, я думаю, что в 1002 можно, я думаю, спокойно уложиться. Ну, да. Вы еще купили свой дом. У тебя самое популярное видео про дом. И вы взяли вроде как ипотеку, да? Можешь ли ты примерно сказать порядок цен на дома? Мы брали дом год назад, вот даже уже прошло больше, то есть получили ключи мы в июне, получается, прошлого года, 2024. На тот момент дом стоил 190 500, кажется так, не 195, 190 500, вроде. Но таких цен в Лондоне нет вообще, то есть тут вообще начинается, ну, где-то, наверное, от 400 тысяч ты квартиру можешь найти. Причем это вообще не центр, то есть типа это какие-то там 4-я зона и дальше. 500 000 самый дешевый дом, наверное, будет. Ну и хороший дом в хорошем районе, это 1 000 000 плюс. Вот, и там до плюс бесконечности просто могут цены доходить. Поэтому, да, когда мы тоже задумываемся об ипотеке, это прям нас пугает очень сильно. Конечно, мне кажется, очень клево купить дом где-то вне Лондона, подальше.
и вот как раз наслаждаться такой rural life. И, кстати, если об этом, не бывает ли тебе там скучно? Не хватает ли тебе движа периодически? Бывает. Я тебе искренне скажу, что бывает скучно, не хватает движа. Еще за счет того, что у меня английский плохой, я не посещаю театры, я их посещаю, но очень-очень редко. А там есть местные, да? Да, тоже? есть у нас ну прям театр у нас стоит в центре города. И мюзиклы есть, театры, и Ноттингем рядом город, да, куда можно съездить. Вот я скоро на Disney Ice поеду. Вау, прикольно, да, классно. Но мне, конечно, хотелось бы побольше музеев, как в Лондоне, да. Здесь они бесплатные, это. многие. Есть даже какие-то смотровые площадки бесплатные. У меня есть прям целый список всяких бесплатных локаций, мест в Лондоне, где можно вообще с нулевым бюджетом, короче, поразвлекаться. Я его оставлю. У меня есть телеграм-канал, я его там обычно размещаю, вешаю, можете перейти посмотреть. Что насчет транспорта? Вот мне кажется, что жить далеко в каком-то городе, да, очень накладно, особенно если нет машины. Если у вас машина, и можешь как-то по костам сориентировать, сколько уходит на передвижение. У нас есть машина у моего мужа. Я сама не вожу и не планирую здесь именно водить, потому что мне очень страшно от того, как ездят. И каждый год здесь все хуже и хуже, я вижу, как тут двигаются на машинах. Поэтому, да, у него есть. И если мы куда-то едем, то мы едем на его машине. У нас очень экономная Volkswagen там, Passat, и она вообще немного жрет. То есть мы вот ездили 5 часов туда, обратно к Ла-Маншу, на юг Англии, и вышло у нас там за бензин около 50 фунтов, что-то такое. То есть, вообще, она по сравнению с просто. поездами, Да, это а на поезде туда просто не добраться до этого места. То есть, чтобы я вот смотрела, думала еще с подружкой, может быть, в следующий раз съездить туда, и посмотрела, что на поезде надо доезжать до одного города, потом, значит, пересаживаться на автобусе ехать до какой-то деревни, а потом еще от этой деревни где как-то добираться вот до этого места. Короче, не факт, что ты доедешь вообще. Абсолютно. Далеко. А на поездах я езжу на поездах в основном, потому что часто путешествую, и часто путешествую одна, потому что муж работает, не всегда он со мной может ездить. И на поездах довольно дорого. То есть какие-то ближайшие города, они более или менее сносные, выносимы, там, 15 фунтов. Там, если заранее еще брать. Да, и обязательно заранее нужно брать. А если уже более дальние города, более такие распространенные, вот у всех на слуху, Манчестер, например, да, то уже дороже будет. И в Лондон я вот езжу в основном на автобусе, потому Flixbus что... какой-нибудь, да? Flixbus и National Express. Да, тоже и у меня выходит туда-обратно, вот я вчера купила билет, сегодня приехала, 30 фунтов туда-обратно. И ехать 4 часа, 15, вот так, в одну сторону и во вторую тоже. Это очень долго, и остается то времени совсем немножко. А на поездах очень дорого. Даже если заранее брать в Лондон сюда поезд, то это будет все равно стоить 100 фунтов где-то. Это очень дорого. Да. А если ты берешь за 2 дня, за 1, то там 300 может спокойненько выдать. Но транспорт — это вообще огромная статья расходов здесь. То есть здесь и видите, если жить в небольшом городе, нужно как бы тут либо машину иметь, либо что-то придумывать. А в Лондоне, на самом деле, не лучше, хотя, казалось бы, здесь метро, да, можно куда угодно на метро доехать, но если ты каждый день, вот, допустим, ездишь на работу, на метро, туда и обратно, то где-то 200 фунтов ты в месяц будешь, даже если ты проездной купишь, будешь тратить. Можно, конечно, экономить, допустим, на автобусах, стараться передвигаться, автобусы дешевле, но тоже тогда там типа с несколькими пересадками, и это тоже стрессово. У нас тут вообще с дочкой велосипед. Мы ездим в школу на велосипеде и вообще супер экономим. Да, у меня тоже велик. Вот. Слушай, для меня, конечно, это так удивительно, и это было, на самом деле, главным шоком, когда мы переехали, потому что мы раньше жили в Германии, и там типа ты покупаешь проездной за 58 евро на месяц, у тебя безлимитный просто. Ты можешь на любом поезде, в любой уголок страны. Но не на любом, исключительно на обычных, то есть не скоростных. Скоростные за дополнительные деньги. Но в целом, пожалуйста, то есть весь общественный транспорт, все поезда в другие города. Ну, я слышала, что в Германии такие дешевые.
перемещения. После этого, конечно, Лондон здесь прям, он шокирует, и, видимо, это на всю Великобританию распространяется. Давай обсудим, наконец, жаркую тему криминала, мигрантов и так далее. Я могу за себя сказать, что мы живем в районе Ричмонд. Это считается один вообще из лучших и крутых районов, из не центровых, да, таких. Такой семейный райончик с классными школами. И я не могу ничего здесь сказать про то, что там криминал и так далее. Вообще ни разу с таким не сталкивалась вот за все время, с какими-то подозрительными людьми. Ничего такого на улицах не было, попрошаек и так далее. То есть я вижу это в центре, да, есть там и бомжи, и какие-то алкоголики и так далее. Слышала, что воруют телефоны на улицах в центре Лондона. Но я не сталкивалась с этим лично, и я не могу сказать, что, выходя на улицы там, вечером поздно, у меня есть какое-то чувство небезопасности. Я себя чувствую безопасно. И я, когда иду по улицам, вижу дома, и я вижу, что там типа стеклянные двери с витражами, ну, то есть нет никаких там заборов, знаешь, метровых. Какое у тебя чувство безопасности, небезопасности вот в Дерби? У меня чувство того, что я в опасности, у меня есть. Ничего себе. В центре, да. В центре города именно, потому что где там мигрантские вот эти районы? Там даже не мигрантские. Дело в том, что люди, которые ведут асоциальный образ жизни, которые принимают всякие, которые пьют, которые пристают к людям, попрошайничают деньги, да, они в основном англичане. Именно вот белые англичане, да, которые не хотят просто работать. Они знают эту систему, что если они не будут работать, им будут платить деньги, им дадут жилье бесплатно, их будут обеспечивать едой, и у них жизнь налажена, по сути. Зачем им работать? И вот они ведут себя отвратительно, ужасно, и для меня это страшно. То есть я вот сколько раз ездила с работы, получается, на автобусе, и мне надо было пройти пешком, потому что я там недалеко от центра жила раньше, комнату мы снимали, и мне было реально страшно. Вот часов даже, вот с 8 часов вечера уже начинаю бояться прям, да, именно через центр идти, потому что там и орут, кричат непонятно что, могут там что-то сказать себе такое непонятное. Ну, ты еще такая красивая, эффектная девушка. Нет, они как раз-таки не в этом смысле. Не в этом смысле вообще. Им это, мне кажется, по барабану. Там и женщины, и мужчины, они просто выглядят как зомби настоящие. Ну, вот. понятно, под веществами какими-то. Да. И вот тогда страшно. А когда я нахожусь подальше от центра, в своем районе или в ближайших районах, ну, то есть не обязательно в своем, но вот дальше от центра, где нету вот этих социальников, тогда я чувствую себя абсолютно безопасно, и мне спокойно. Ну да, у этой системы, то есть мы живем в таком социальном государстве, но у этой системы есть, конечно, свои проблемы, то, что есть люди, которые просто не хотят ничего делать и пользуются этой системой. И это часто, действительно, это не всегда мигранты, это часто могут быть и местные. И в Германии, кстати, я тоже такое видела и наблюдала. То есть, люди пользуются просто тем, что есть такая возможность. Но вот я вообще, видишь, таких нюансов не знала. Ну, во-первых, надо сказать, что я живу полгода здесь, да, ты живешь намного дольше. Но да, я здесь вот с таким, именно в Лондоне я не сталкивалась. Ну, возможно, потому что действительно это столица, здесь как-то больше все для туристов зачищается, для того, чтобы это было более презентабельно. Ну, хотя у вас я тоже тут видела таких, лежат. Есть райончики определенные. В центре прям? В центре бывает зомби. Вот в этом, сейчас я скажу, у вокзалов, во-первых, очень часто. Не только у вокзалов, вообще. Ну, вот даже в этом районе далеко. Мы сейчас Виктория рядом, со станцией Виктория снимаем. Там прямо они лежат возле магазинов. Слушай, бывает такое, да. Но, знаешь, я никогда... Ну, то есть, типа, они лежат и лежат. Ты, то есть, сначала... Я тоже так. Первый раз в Лондоне, когда была, такая, ой, лежат и лежат. Удивительно, конечно, полиция там что-то ходит. Но сейчас меня это очень сильно напрягает, да. Но у меня, вот видишь, меня никогда за вот эти полгода никто ничего пока не выпрашивал, не приставал. Не спрашивали даже деньги у тебя? Нет, может быть, я очень подозрительно выгляжу сама. Очень странно. Какая-то мигрантка, не буду Это очень странно, реально. Но реально, да, то есть вот такого не было. Но может еще потому, что, я не знаю, часто я с ребенком иду. Ну, хз, может, я под какой-то портрет не подхожу, который мне нужен. Подожди, еще полгода нормально. Ну, может быть, у меня еще все впереди, да, еще ко мне, да, это, наконец-то достучаться, да, подойдут. Вот.
Ну, да, но Ричмонд вообще очень тихий район. Я не знаю, ты была когда-нибудь или нет. Но там, Нет, знаешь, может быть, и была. Я просто так по названию не не знаю. намеренно, да, вот, может, заглядывала. То есть, ну, это просто такой тихий, семейный, загородный райончик, вообще не скажешь. Ну, я не знаю, кто что представляет, когда люди говорят Лондон. Я представляла себе вот это вот, типа вот Сити, Биг Бен и так далее. А там вообще не так, то есть это просто маленькие такие аккуратные домики, тишина, спокойствие. Вот, там после 8 тоже все уже такие, типа, все. Все, уже после 8, как будто в 12 часов ночи. Но надо сказать, что сейчас еще темнеет рано. И там вообще просто отвал, уже печки они свои включают, камины, уже запах. Я у себя на районе вот зимой вышла в 6 часов вечера поснимать, кто как украсил жилье. Ну, там 6:30 было вечера. К Хэллоуину, да? Да, нет, не к Хэллоуину, это в том году было, к Рождеству. И я вышла, это было 6:30 вечера, ну, уже темно было. И час я гуляла, за этот час вот на районе, на моем, на соседних улицах я увидела всего лишь 3 человека, и из них 1 бегун и 2 собачника с собаками. Да, самое часто, кто вообще выходит на улицу после 6, это бегуны, и кто выгуливает собак. Вот 100%. Все, больше все остальные сидят уже по домам, готовятся уже ко сну. К завтрашнему какому-то рабочему дню, да, это да. Но у нас, правда, вот с транспортом все равно, то есть по утрам автобусы все часто заполнены, то есть, ну, люди едут из этого района на работу, то есть, да, это такое есть. Слушай, как будто бы мы не обсудили с тобой, знаешь что, вот цены на еду, цены в кафе. Ты можешь сравнить Лондон и вот Дерби? Есть ли разница вообще вот в супермаркетах, допустим? Так, в супермаркетах я не думаю, что есть вообще, нету. Даже иногда находишь здесь какие-то, ну, скидки, больше скидок, чем у нас, например, в городе. Но то, что здесь, конечно, больше всяких кафе, разнообразия, это, да, конечно. Но по ценам, мне кажется, что плюс-минус одинаковые. Если, конечно, в центре Лондона, наверное, они все-таки завышают цены, и это чувствуется. Вот сейчас мы пьем кофеек за 4,60, да, по-моему? 4,40 он стоит, капучино. Чаек за 3,70. У нас в Дерби такие же цены. Такие же цены, серьезно? Вау, вообще, я думала, что это отличается. Нет, то есть где-то я могу... Ну, сейчас уже везде, по-моему, 4, не меньше. Кофе. То есть в том году еще было там 3,70 можно было найти, а сейчас и 4,50, и там 4,30. Слушай, ну, интересно. Вообще интересно. Я думала, что в этом вопросе будет дешевле тоже жизнь. Вот именно здесь нет. А вот по аренде, по счетам, по передвижению здесь дороже в Лондоне. Например, пойдешь ты к парикмахеру, тоже дороже заплатишь. Какие-то услуги то есть услуги будут. Там дешевле будут? Я думаю, что да. А сталкивалась ли ты там с медициной? Сталкивалась. И как оно? К этому надо привыкнуть. Ну, это долгий разговор. Я попадала несколько раз в госпиталь, и первый раз, когда я попала, для меня было вообще шоком, потому что действительно врач пользовался Гуглом. И он мне... Доверия никакого у меня к нему не возникло, поэтому то, что он прописал, у меня просто, я так понимаю, что камни в почках были, и до этого у меня было такое же в Грузии. И я ему говорю, что у меня похожее что-то в Грузии было. А что это было, говорит? Я говорю, ну это камни. Найди тот диагноз. Чем вы лечились, спрашивает. Я говорю, ну я уже не помню, таблетки мне давали. Говорю, какую-то такую жидкость на травах. Он говорит, а можете вспомнить таблетки? А можете название вспомнить? Ну, я жидкости это название вспомнила. Он посмотрел, говорит, ой, нет, у нас такого нет. Я говорю, ну, может, аналог хотя бы. Ну, не знаю, там что-то гуглил. В итоге мне что-то нагуглил. Говорит, ну, вот попробуйте попринимать это. Ну, и самое основное – это очереди. То есть я пришла, у меня просто ужасно болело в боку, то есть я корчилась от боли, сидела на полу просто от боли. Ну, не пила. Они мне морфий предложили, чтобы, Нормально. Чтобы обезболить. Я отказалась, потому что я еще не была с доктором. Он еще должен посмотреть, где там, что у меня болит. Да, если я буду обездвижена, ну, то есть, если ничего не будет болеть, как я ему расскажу, что. И в итоге я вот где-то 4 часа ждала, пока меня примет доктор, и видела, что очередь вот стоит там кому-то еще, к какому-то доктору, и в очереди, я своими глазами просто это видела, в обморок упал человек в очереди, ему на шатырчик дали, подняли и снова в эту очередь
очередь поставили. Как, да, То есть как не вперед. новенький. Не вперед. Стой дальше. Ну, я здесь не могу ничего сказать, потому что все, что я могу сказать, что я один раз за все это время сдавала анализ крови, и так как у меня есть там заболевание определенное, которое нужно контролировать. И я не вижу ничего, не увидела в этом процессе ничего неудобного и плохого. То есть, просто я записалась через интернет, через приложение, там что-то через 5 дней был слот. Ой, это самое легкое сдавать кровь, Да, на самом да, деле. и Я сейчас как раз и собираюсь всё. сдавать уже второй раз. Это очень легко. Это Самое для простое. слабаков, я поняла. Да, это первый уровень, нулевой, я бы сказала. Ну вот мне еще, видимо, я надеюсь, что не предстоит, но да, я пока в такой мере не столкнулась еще с. Ты бы хотела бы жить в Лондоне? Если да, почему? Если нет, почему? Довольна ли ты дерби? Мгм. Знаешь, честно говоря, вот положа руку на сердце, я скажу, что я бы хотела пожить в Лондоне какой-то период. То меня, ты знаешь, у меня то же самое. Я бы хотела пожить в другом городе. Да, И посмотреть. понять, что Мгм. это, да. То есть, чтобы понять хорошо, надо пожить как минимум полгода. Полгода это вот самый минимум. Лучше год, чтобы вот прям хорошо прочувствовать. И годик я бы пожила, наверное, в Лондоне. Мне интересно. Я такой человек, который любит узнавать все новое, смена событий, чтобы было. Я тоже, да? Да, поэтому... А кто ты по знаку зодиака? Весы. Весы. Ну, ты Да. такая. А я близнецы. Ну, мы, Да. видишь... Ну, я активненькая, да, такая тоже путешествовать Да, люблю да, да, везде. вот мы Короче, я похожи. тоже, кстати, иногда одна езжу, иногда с ребенком просто езжу, Да, потому да. что, у меня более свободный график, Мгм. так как у меня там бизнес свой. Вот, и да, мы тоже очень часто путешествуем. Слушай, у меня вот ровно такое же ощущение, что я бы хотела попробовать пожить в каком-нибудь тихом домике, короче, подальше от Лондона. Вот, ощутить, как это. Еще у меня есть вообще мечта у моря попробовать пожить. Ой, Вот это да. вообще, мне кажется, было бы офигенно, с видом на море. Да. Но так как я жила, на самом деле, в небольшом городе в Германии, я понимаю, он не такой небольшой, Дюссельдорф, это 600 тысяч. Ну, я слышала Вот, про него. но это все равно не столица. Ну, если да? я слышала, значит, Да. он уже большой. Да, потому что про дерби я не слышала, честно Иначе, говоря. там где-то 300 тысяч примерно. Ну вот, он, получается, меньше, чем Дюссельдорф. Да. Ну вот, и там мне было, честно говоря, скучновато. Там мне было тиховато, и я вот больше люблю, то есть, во-первых, здесь с точки зрения комьюнити, у меня здесь много уже знакомых каких-то, у меня здесь одноклассницы живут, вообще бывшие, которые в Лондон переехали, русскоязычная комьюнити сильная и не русскоязычная, то есть здесь много чем можно заняться. И мне нравится вот этот движ, потому что после такого тихого Дюссельдорфа здесь мне прикольней, интересней. Но тоже надолго ли это? Потому что мне 32 года, возможно, со временем это все поменяется, мне захочется там свой садик, Ну да, вот, да. и в тишине сидеть, тихо там чаечек пить, чтобы никто не трогал. А я до Англии жила в Тбилиси, это столица, да, и там много туристов все время приезжает. Когда туристов нету, мне нравилось. Спокойно, в принципе, более или менее. А потом, когда много-много уже туристов приезжает, летом обычно, да, весной, то в центре там вообще не протолкнуться, и меня это сильно начало напрягать, и я хотела как раз что-нибудь такое поспокойнее. И я тогда поняла, что я бы не хотела в столице жить, если только это столица Беларуси. Вот в столице Беларуси я бы хотела жить, потому что у нас проспекты широкие, можно танцевать, людей не так много, кажется, по крайней мере, из-за того, что вот как раз улицы широкие, да. Вот, поэтому там да. А вот в Москве или там где-нибудь в столице другого государства я бы не хотела, наверное, жить. Все-таки я сама из Могилева, это более маленький город, не столица, поэтому вот лучше так. Ну что, мне кажется, очень классное видео получилось. Если вам тоже зашло, понравилось, подпишитесь на Алену, подпишитесь на меня. Вот, может, мы еще как-нибудь встретимся, еще что-нибудь Да, вместе было бы снимем. хорошо. Вот, спасибо, что с нами были, и пока. Пока.